Как стресс влияет на наше здоровье? Как снизить его? Что такое гигиена сна и как нужно спать, чтобы успеть восстановить свои нервные клетки? Это экспертное мнение. С вами Дарья Киншт. Давайте разбираться. Стресс – одно из самых часто употребляемых слов в современной жизни. В основном мы придаем ему негативное значение. Однако изначально стресс был создан природой как приспособительный, защитный механизм. Он помогал нашим предкам выживать в суровых условиях. Что же сейчас не так со стрессом? Стресс – это универсальная реакция организма на действие любого раздражителя. Основоположник учения о стрессе Ганс Селье дал ему такое определение. Стресс – это неспецифичный ответ организма на любое предъявленное ему требование. При этом эмоциональная окраска происходящего не имеет значения. Гнались ли наши предки за мамонтом и радовались, что будут сыты, или в страхе убегали от того, кто хотел съесть их? Все это требовало перестройки систем организма, чтобы сохранить жизнь. Эта эволюционная привычка остается с нами и по сей день. Разница в том, что сегодня в большинстве случаев эта перестройка вызвана не физическими нагрузками или опасностью, а психоэмоциональным напряжением. В большинстве случаев оно связано с отрицательными эмоциями. Дело в том, что нашему мозгу почти все равно, происходит ли что-то на самом деле, или это происходит исключительно в нашей голове. Команда на перестройку систем поступит незамедлительно. В результате в кровь поступают гормоны и нейромедиаторы, сердце начинает биться чаще, давление в сосудах повышается, мышцы приходят в тонус, но мы никуда не бежим. И что мы имеем в результате? Истощение наших внутренних резервов, что наоборот существенно сокращает нашу жизнь. Одним из основных защитных механизмов от стресса был и остается полноценный сон. Дело в том, и это тоже заслуга природы, что именно ночью происходят процессы восстановления поврежденных клеток. Иммунная система проверяет, не произошли ли мутации, и уничтожает измененные клетки. Восполняются энергетические запасы и многое другое. Почему именно ночью? Потому что только ночью вырабатывается основной гормон, регулирующий все эти процессы – гормон роста или соматотропин. Поэтому полноценный сон нельзя заменить никакими иными средствами. И если мы хотим сохранить здоровье и быть устойчивыми к стрессу, сон должен быть ежедневным и качественным. Кто-то из нас более устойчив к стрессу, кто-то менее, но у любого из нас сохранились все те же самые выработанные в течение миллионов лет механизмы реакции на него. И каждый из этих механизмов требует массу ресурсов. Для любой реакции нужны определенные вещества, которые в ней участвуют, помогая нам справиться со стрессом. Безусловно, мы можем использовать медитации, дыхательную гимнастику для расслабления, не забывать о полноценном сне. Но в каждом из этих процессов невидимо участвуют гормоны и нейромедиаторы, нервные импульсы бегут к мышцам, которые мы расслабляем, и так далее. А для всего этого нужны витамины и микроэлементы, белки, полиненасыщенные жирные кислоты и масса иных веществ. Пожалуй, самый яркий пример – это магний, один из самых главных антистрессовых элементов. Он отвечает за передачу нервного импульса от головного мозга к периферическим нервам и мышцам и работает как своего рода выключатель, который принудительно расслабляет нервные клетки, снимая избыточное напряжение в них. Таким образом, наша нервная система защищается от стрессов и перегрузок. Нарушение баланса магния может приводить к нервному перевозбуждению и даже гибели нейронов. Хуже всего то, что дефицит магния – довольно распространенное явление, а ведь при стрессе магний очень быстро расходуется, что еще больше усиливает его дефицит. В общем, замкнутый порочный круг. Говоря о магнии, стоит также отметить его роль в образовании серотонина и многих других важных веществ, которые синтезируются в нервных клетках и участвуют в регуляции обмена веществ, воздействуют на иммунные процессы, играют важную роль в механизмах памяти, обучения, сна и стрессоустойчивости. В природе, кроме витаминов и микроэлементов, есть также огромное количество растительных компонентов, которые веками использовались для ликвидации последствий стресса. Большинство из них используются и сейчас, а новые научные данные лишь уточняют механизм их действия и подтверждают эффективность. К примеру, экстракты зверобоя и пассифлоры обладают доказанным антидепрессивным действием, улучшают настроение, снижают тревожность, повышают физическую и психическую активность, улучшают сон.
Происходит это благодаря их способности приостанавливать процессы естественной утилизации серотонина в организме, продлевая тем самым время его положительного воздействия на нашу психоэмоциональную сферу. Повысить уровень серотонина можно, употребляя в пищу белковые продукты, богатые аминокислотой триптофаном, например, сыр, или же вообще взять чистый 5-гидрокси-L-триптофан, являющийся непосредственным предшественником серотонина в организме, ведь сыр еще надо переварить. Хорошо, но где же взять эту чудесную молекулу? На помощь нам снова приходят растения. На этот раз экстракт грифонии. Для достижения максимального антистресс-эффекта рациональнее использовать комплекс, состоящий сразу из нескольких экстрактов, как, например, стресс-релиф, который кроме пассифлоры, зверобоя и грифонии содержит также валерьяну, L-теанин и усилен инновационным лактопептидом лактиум. Данный лактопептид ответственен за успокаивающее действие, которым обладает грудное молоко на маленьких детей. Эффективность лактиум в устранении симптомов стресса была доказана в ряде клинических исследований. Нормальный уровень серотонина – это еще и залог обеспечения организма другим важным гормоном – мелатонином, ведь последний синтезируется непосредственно из серотонина. Конечно, для этого нужно соблюдать определенные условия – ложиться спать в одно и то же время, в прохладной и, самое главное, затемненной комнате, ведь мелатонин синтезируется исключительно в полной темноте. По этой причине также не рекомендуется использовать смартфон, компьютер или другой источник яркого светового излучения как минимум за час до отхода ко сну. Выполняя эти простые условия и отводя на сон не менее 7 часов в сутки, вы существенно улучшите возможности вашего организма к противодействию стрессу и восстановлению. Это было экспертное мнение, и мы разобрались в том, как стресс влияет на здоровье, как снизить количество стресса в своей жизни и какие правила гигиены сна нужно соблюдать, чтобы нервные клетки гарантированно восстанавливались. Будьте здоровы и стрессоустойчивы. Удачи и до встречи!